чтобы хоть мой старик не сидел все время в корчме. Поболтать хочешь? Поищи кого другого, меня от голода тошнит. Покупать будете или смотреть? Покажи мне свой товар. Прощай. Но! Давай! Но пошла. Но-но-но! Чего? Совсем несчастный Сник после такой утраты. Теперь пойдет с веревкой в лес искать суп повыше. Вот ведь лихо. Мастер-ведьмак. Недалеко от Подлесья, в кротах эльфский погост имеется. Тьма Ты убьёшь тьмущая, всех чудовищ? чудищ там водится. Всех! Что, неплохая работа моему Любушке подвернулась. А ну, Я что, конечно, знаю, не кто ты худшая. такой. Вчера вот... Самогону желаете? Постного сыру. Товара у меня немного, но все отличное. Покажи мне свои товары.
Предлагаю перекинуться в карты. В Гвинт.
Самогону желаете? Постного сыру? Товара у меня немного, но все отличное. Предлагаю перекинуться в карты. В Гвинт. Что, неплохая работа моему Любушке подвернулась. Оно, конечно, не худшее. Вчера вот целое ведро очисток принес. Уж ели мы, ели. Нечто не страх ему. Когда знается барон, что у его свиней корм отбирают. Оставь меня одного. Одна Ты что баба такой другой бабе снулый? Ну засадила что? ногу Шевелись! граблю. Да ну тебя. Я вздохнуть не могу. Должно быть, меня хмельной шиш ночью душил. Нельзя ходить во Вронице. Значится, водку не хлестал бы, был бы здоровый.
Стой! Кто идет? Барон у себя? Смотря кто спрашивает. Ведьмак. Хочу с ним поговорить. А я хочу оттрахать прекрасную королевну Церро. Я же его знаю. Ты давеча в корчме на распутье сидел. Я-то думал, ты по-хорошему пойдешь своей дорогой. Вот и пришел сюда. У меня дело к барону. И что за дело? Важное. Только для его ушей. Добро. Лодрин, пусти его. А ежели он что учудит, так нас все одно больше. Открыть ворота! Сержант! Ардаль! Ведьмак к барону! Только тихо. Понял? Понял. Тебе здесь делать нечего. Ты в Темерском войске сержантом был? Не твое это дело. Дезертир? Нет больше Темерского войска. Так что ты тут делаешь? Когда черные нас разбили, у нас был выбор. Смириться и попробовать жить нормально. Или уйти в партизаны и сражаться за родимую Темерию до последней капли крови. Мы выбрали первое. И барон вами командует? Ну да. Командует. Мои дружки давно уже добычу поделили. По крайней мере, я бы так сделал. А ты сиди тихо. Силы на казнь прибереги. Разбойник на разбойнике. Вот в Изиме были балы. Танцевал я там пару раз с моей Анною. Ас! Как мы там кружились! Раз, два, три, раз, два, три. Хватит! Поставки должны быть раз в неделю. Мне все равно, как ты это сделаешь. Вы не останетесь на чай? У тебя и без того гостей хватит. Даже на чай не остались. А еще, говорят, культурная нация. Со слухами всегда так. Мало что совпадает с реальностью. Это верно. Я знаю, кто ты. Догадываюсь о том, с чем пришел. Прошу. Располагайся. Где-то у меня была еще водка. О, нашел. Выпьешь? Спасибо, я не за этим пришел. Ну, как хочешь. А я вот не люблю сидеть сухим горлом. До войны тут была винокурня, лучшая в Велине. Вот сожгли ее до основания, сукины дети. Ну, к делу. Я Филипп Стенгер. Мужичье меня зовет Кровавым Бароном. Геральт из Ривии, мужичье меня зовет мясником из Блавикина. Я уже сказал, я знаю, кто ты. Признаться, мы только потому и разговариваем. Как тебе велен? Прекрасное место. Повсюду топи, трясины, болотистые леса. Именно так. Если кто пропадет, так тяжело потом искать. К чему ты клонишь? Многие потеряли здесь близких. Кто жен, кто дочерей. Ты скажешь, наконец, в чем дело?
Цири? Ты же здесь из-за нее? Значит, она тут была. Она попала ко мне не так давно. Была без сил, ранена, а смердела, как шелудивая псина. Позже мне сказали, что она пришла со стороны болот. Сказала, что по пути к деревне на нее напали чудища. Этого еще не хватало. Надо уходить. Ей надо помочь. Можешь слезать! Привет, малявка. Ты потерялась? Так, немножко. Ты тоже? Ага. Только совсем немножко. Значит, ты знаешь, куда идти? Еще нет. Но если мы пойдем вместе, то обязательно что-нибудь придумаем. Что с тобой случилось? А? Ты про это? Пустяк. Скажи лучше, где ты живешь? В Залипье. Там бы тебе все раны залечили. Откуда ты тут взялась? С дядькой пришла. Он мне велел идти по сладкой тропинке, чтобы наесться, и сказал, что подождет. Но я и шла. А там летел мотылек, я побежала за ним, ну и потерялась. Почему папа отправил тебя по сладкой тропинке? Ну, потому что утром еды не было. Не поняла. Я немножечко плохо себя вела, разбила крынку с молоком. Родители, наверное, разозлились. Мама наказать меня хотела, а тятя сказал, что и так слишком много ртов кормить. И что как пойдем по сладкой тропинке, так все заботы из головы и вылетят. Когда вы с папой вышли из дома? Утром. А солнце тебе светило в лицо или в спину? В спину. Значит, надо идти на восток. Тогда пойдем, я тебя отведу. И объясню твоим родителям, что нехорошо терять детей в лесу. Мы не сможем. Тут волчий король и его стая. У волков нет королей. У этих есть. Ты сама видела? Да. То есть нет. То есть из-за деревьев. Он был вот такой огроменный. И глаза у него во! И зубы большущие. И весь он был ужасно страшенный. Видишь, что у меня на спине? Этого и волки боятся, и короли. Пойди-ка сюда, я тебя подсажу.
можно выходить. Ну ты храбрая. Даже мой дядька так не умеет. А мой... О, здорово их Мой подрали. умеет гораздо больше. Наверное, у этой твари здоровенные когти. Глянь-ка, что там лежит. Подожди тут. Не подходи. Но... Никаких «но». Останься здесь, я кое-что гляну. Белки красные, все еще влажные. Умер недавно. Рот раскрыт. Губы перекошены. Но язык прокушен. Перед смертью ему, наверное, было очень больно. Раздавленная грудь. Ребра пробили легкое. Что-то его подбросило и ударило об дерево. Нога оторвана. Или скорее кто-то ее отгрыз. Фу! Жуть какая! Стой там и не подглядывай. Костный мозг высосан. Интересно. Посмотрим. Печени нет. Сожрали. Зачем ты копаешься у него в животе? Посмотри лучше, у тебя шнурки завязаны? Похоже, малявка не выдумала этого волчьего короля. Это волколак. Что с ним случилось? Упал он. Случайно. Ну да, конечно. Это волчий король его подрал. И с каких это пор дети стали такими умными? А что мы будем делать, если он и на нас нападет? Хороший вопрос. У меня нет серебра, но я могу приготовить масло. Масло? Подсолнечное? Нет, особое. Из собачьего сала, борца, собачьей петрушки и волчьей печени. От него волчьему королю будет очень-очень больно. Какая ты умная. Откуда ты знаешь такие штуки? Тебя тятенька научил? Нет, не тятенька, дяденька. Дядюшка Весемир. Здорово их подрали. Наверное, у этой твари здоровенные когти. Брюхо все разодрано. Когти очень мощные, волки бы так не смогли. Волки, слышишь? Прячься! Быстро!
можешь выходить! Свинья? В таком месте? Значит, где-то рядом есть люди. Отлично, все есть. Осталось найти место, где можно развести огонь и спокойно приготовить масло. Ты что делаешь? Масло для меча. Посмотрим, как действуют рецепты дядюшки Весемира. И часто родители детей на сладкую тропинку посылают? Брюхо все разодрано. Когти очень мощные, волки бы так не смогли. Туда, через пещеру. Веди. Тут немножко темно. Боишься? А ты? Нет. Ну и я нет. Волчий король, теперь ты мне веришь? Верю! Прячься! Ну ты даешь. В жизни такого не видал. Малявка, вылезай! Тебе повезло. Вовремя мы подошли. В лесу мы видели одного, менее везучего. Это Ярон. Мы возвращались из Подлесья, и это чудище на нас напало. Я-то сбег, а Ярон... Эй, тише. Тут же малявка. У тебя бинты дома есть? И что-нибудь от заражения? Он меня поцарапал. Меня-то нет. А вот хозяин мой, человек серьезный. Он-то точно поможет. Может, даже награду какую даст. За убой волколака-то. Ну ладно, веди к своему хозяину. И кого вы мне притащили, а? Это не моя дочь. А вторая? Ни та, ни другая. Дочь-то я узнаю. Та, что постарше, может, и не ваша. Но шибко похожа. Так как? Будет награда. Я тебе, сука, покажу награду. А ну, упердывай отсюда, пока я пса не спустил. Ну, вкусный гуляш? Очень.
Спасибо большое. Я не ела уже. Да я вижу. Рад, что нравится. Как подкрепишься, ванна для тебя готова. А потом и поспать недурно, а? Гретка за печкой, а тебе я велю приготовить гостевую комнату напротив кухни. Спасибо. Я... Тихо, тихо, ты ешь спокойно. Мы еще поболтаем, когда отдохнешь. Я приказал своим людям о ней позаботиться и оставил ее отдыхать. А потом? Ну, это уж совсем другая история. Что стало с той девочкой, которая с ней пришла? С Греткой? Ничего, она здесь. Помогает на кухне вон. Мне не хотелось ее домой отсылать после того, что Цири рассказала о ее родителях. Тут у нее и стол, и дом. Не пропадет. А что с Цири? Я же тебе сказал, это совсем другая история. А мне кажется, что история все та же. Рассказывай. Не так быстро, ведьмак. Мы же хотим сговориться? Я так понимаю, ты хочешь поторговаться за эти сведения? Соображаешь. Я сочувствую твоей утрате, но... Так случилось, что мои жена и дочь тоже пропали. Предлагаю уговор. Найди моих близких, а я расскажу тебе все, что знаю о девушке, которую ты ищешь. А какие гарантии, что я могу тебе доверять? Никаких, кроме моего слова. Я тебе помогу. Я найду твою семью, но потом ты расскажешь мне все, что знаешь. Вот тебе мое слово. Стража! У этого человека здесь иммунитет. То есть пускай его никто не трогает. Чё пялишься? Это в подтверждение моей доброй воли. Когда ты последний раз их видел? Они пропали в последнее новолуние. Как сквозь землю провалились. Что значит пропали? Ну, пропали. Я утром просыпаюсь, а их нет. Ты пробовал их искать? Да я людей сразу же разослал, но они на такое дело не годятся. Последний мешок зерна у мужика, вот они из-под земли достанут. А человека в жизни не найдут. А кроме того, в Велине сплошные трясины, заболоченные леса. Полно укромных мест. Если хочешь кого-то спрятать, лучше края не найти. Возможно, их похитили. У тебя есть враги? Да какие там враги? Мужичье всякой там недоебки. На мою семью ни один не осмелится руки поднять. А те, что могли бы осмелиться, давно уже червей кормят. Перед их исчезновением не случалось чего-нибудь необычного? Может, они вели себя странно? Да все было как обычно. Мужики раз пришли с жалобой, что чудище загрызло бабу у колодца. А раньше там еще какую-то девоньку. Но в Велине это обычное дело. А мои женщины... Анна, как всегда, тихая, как мышка. Тамара занята своими делами. Ничего необычного. Должно быть, двум женщинам тяжело жилось в таком месте. Что это значит «в таком»? У них тут было все, что душа пожелает. Перепелки на обед? Пожалуйста. Голубые ленты из Тусента? Сколько пожелаете? Я имею в виду общество твоих людей. Они твоим женщинам не докучали? Не, они те еще разбойники, но свое место-то знают. Они понимают, что если хоть кто-нибудь глянет на Анну или на доченьку мою,
Я с него шкуру спущу. Этого все еще мало. Можно осмотреть их комнаты? Зачем? Может, я найду там какие-то следы. Я чужим не позволю рыться в их вещах. Ты хочешь, чтобы я их нашел или нет? Хочу. Тогда не мешай работать. Ну, будь по-твоему, но я с тобой пойду. Все равно двери открывать. Знаешь, дочка моя в детстве очень любила зверей. Как-то увидела на стене оленьи рога и... Знаешь, что спросила? Понятия не имею. Папочка, говорит, а у этого оленя попа за стеной. Понял? Если ей кто зло причинит, убью нахер. Пришли. Вот, сука, опять заедает. Это наша спальня. Комната Тамары там. Только не устраивай тут бардак. Когда они вернутся, пусть все будет так, как они оставили. Деревянный подсвечник, ножка сломана. Свежие цветы. Он что, надеется, что они могут вернуться в любую минуту? Стена другого цвета. Будто еще недавно здесь что-то висело. Может, эта картина по размеру подходит? Барон и его жена выглядят счастливыми. А здесь? Кто-то закрыл дырку в стене. Интересно, что там с другой стороны. Так, интересно. Похоже, это деревяшка, ножка от того подсвечника. Вряд ли это совпадение. Похоже, тут дело дошло до драки. Поищу еще следы. Сломанный подсвечник, пятна от вина. Кто-то разбил бутылку. Эрвилюс из Тусента. Хорошей выдержки, долго не выветривается. Интересно, куда ведет след? Ой, ну и бадун у меня. Сосуд для благовоний. И старый ключ. Интересно, что за дверь он открывает? Анис, сандал и что-то еще. Шафран?
кукла. Вот же дрянь. Выглядит как кукла, в которую втыкают булавки, чтобы причинить кому-то вред. Черт, след обрывается. Но можно поискать здесь что-нибудь еще. Еловая деревяшка. И пахнет можжевеловым дымом. Похоже на народный оберег. Интересно, от чего он должен был защищать? Кажется, здесь больше нет ничего интересного. Выпускай, урода. Я думаю, урод спит. Тогда пойди и разбуди его. Алтарь? Выходит, вечный огонь добрался уже и до Велена. А башка-то как крутится. Ну как, уже осмотрелся? Я нашел куклу в комнате Тамары. Можешь что-нибудь о ней рассказать? О кукле? А что в ней такого интересного? Возможно, ее использовали для обрядов черной магии. Откуда она у Тамары? Черная магия? Ты сдурел, что ли? Да я ее сам для Тамары сделал. Ей тогда было лет 5. Мы были на ярмарке в Изиме. Тамара увидала чародейку эту, Трис Меригольд, и сказала, что хочет куклу, ну, как эта чародейка. У меня денег-то не было на такие вещи. Я взял и сам сделал ей эту игрушку. Так это должна была быть Трис? Без обид, но кукольник из тебя говенный.
Я поглядел бы, какую б ты куклу сделал из кусочка дерева и пары тряпиц. В комнате я нашел следы борьбы. Можешь об этом что-нибудь рассказать? Следы борьбы? Ты о чем? Думаю, кто-то на кого-то напал. Наверное, на твою жену или дочь. Она хотела защититься, схватила подсвечник, но не попала в нападавшего, а только пробила дыру в стене. Потом они еще дрались. Я не знаю я ничего об этом. В ту ночь я пьян был и ничего не помню. И я проснулся, когда их уже не было. Но вы же здесь не одни живете. Может, твои люди что-нибудь слышали? Я всех по 3 раза спрашивал. Конечно, никто ничего не знает. Здесь повсюду несет вином. Что случилось? Ну, это должно быть мои ребята. Такая пьянь. Ты даешь своим людям Эрвилюс? Ох ты, ну, может, и я разлил. Говорю же, я в ту ночь пьяный был. Да какое это имеет значение-то? Тут вином везде несет. Узнаешь этот медальон? Да, Анета носила его последнее время. Ты знаешь, откуда он у нее? Понятия не имею. Нет здесь в окрестностях какой-нибудь чародейки или ворожеи? Ворожей есть. Старый чудило. Живет недалеко от Больших Сучьев. Ну и колдунья еще есть в Подлесье, но я о ней мало знаю. Она здесь недавно объявилась. Если Анетка и ходила к кому-то, то скорее к колдуну. Она ведь чужакам не доверяет. Надо сходить поболтать с этим ворожеем. Только имей в виду, ты с ним вряд ли сговоришься-то. Ну, говорят, в молодости порешил собственного отца секирой. Вот и после этого двинулся. Вроде как он духов видит. И с козой ебется. Меня его личная жизнь не интересует. Я хочу просто спросить о медальоне. Ну, с чем пришел? Ты что-нибудь слышал о веленских ведьмах? Не обращаю я внимания на мужицкие байки. Деревенщине всюду мерещатся чары, ведьмы, дьяволы и хер его знает, что еще. Как ты здесь вообще оказался? Да никакой тайны в этом нет. Я служил в Темерском войске. Отряд мой разбили в самом начале войны. А надежды отогнать врага уже не было. Ну, мы двинулись на север, а по дороге к нам присоединялись другие всякие дезертиры. Мы были, знаешь, как снежный ком, который с горы катится. Ну и когда дошли до Вронец, под моим началом собралось уж прилично людей. И вы так просто вошли в крепость? Да, местный владетель от черных сбежал и Вронницы просто бросил. Как только Нильфгард выиграет войну, я титул получу. И вот тогда закончится вся эта болтовня про барона-самозванца. Я вот все думаю, зачем ты сговорился с нильфами? А что мне было делать-то? Броситься на них, а? Умереть героем? Я в гробу видал геройскую смерть. Предпочитаешь жить как предатель? Да через минуту об этом никто и не вспомнит. Тимерии нет, а значит и предавать нечего. Здешний нильфгаардский гарнизон не слишком силен. Ну и что с того? Ну перебью этих, тут же придут следующие. Черные затопят этот край. Это так же верно, как то, что у меня в жопе дырка. А ты играешь в Гвинт? Играю. И больше выигрываю. Ха. Если есть колода, садись. Допустим, если ты у меня выиграешь, дам тебе в награду какую-нибудь уникальную карту. Тогда сыграем?
Ну, не то, чтоб ты был совсем говенный игрок, но тебе надо над техникой поработать. Загляни как-нибудь, сыграем еще партейку. Значит, здесь ночевала Цири. Волчок. Вряд ли им играла Цири. А вот Гретка... Ой, ну и подумай. Ты чего здесь ищешь, приблуда? Умоляю, клянусь. Штейгеров, как какая-нибудь бабка занедужит, ее сразу в лес за Кто, баронета? посылают. А я как захочу какую девку трахнуть, так и трахну. И хер я ложил на всякие запреты. Ты что? Зачем ты все рубишь? Сделаем новую модель. Из двух Много частей. вы, значит... Чем могу служить? Я хочу посмотреть твои товары. Как насчет партии в Гвинт?
его в лесу оставите? Вы мне голову-то не дурите. Эй, мужики, может, на эту чудищу поохотиться? видел. Щербатую Кузнецову дочку, что ли? В общем-то... Хочешь посмотреть наш маленький склад? Мы тут собрали неплохую коллекцию. А то зачем добру по мужичьим халупам пыль собирать? Покажи мне свои товары. Я бы не отказался от партии в Гвинт.
Знаешь, чем приходится платить за их помощь? Оставь меня одного. Ой, ну и бадун меня. Мастер-ведьмак, недалеко от Подлесья, в Кротах Эльфский погост имеется. Как Тьма вырасту, тьмущая, стану чудище мальчиком. Дань для них собираю? Собираю. В гости приглашаю? Приглашаю. Так я и спрашиваю. На кой хрен? Что, неплохая работа моему Любушке подвернулась. Оно, конечно, не худшее. Вчера вот целое. А ты любишь сверчков? Ты их грызешь или глотаешь? Доберемся еще до этого деда, вот увидишь. Надо его поднять. Ты гляди. Приблуда. Тебе чего? Хочу с ворожеем поболтать. Так ты опоздал. Сейчас мы с ним болтать будем. Чего вы от него хотите? Пускай получит, что заслужил. Что он сделал-то? Он поворожил и сказал, мол, у Эдрика кишки плохо уложены. И велел есть рябину. А Эдрик от этой рябины в нужнике, считай, поселился. И весь в коросте.
Так уж вышло, что колдун мне нужен живым. Если я расскажу, как вылечить Эдрика, оставите ворожея в покое? Ну, в общем... Да или нет? Ну ладно, говори. От желудка дайте ему отвар коровика, а места, где есть сыпь, обложите дикой мальвой. Через пару дней выздоровеет. Попробуем. Но если не подействует, вернемся сюда. Идем, уважаемые. С глаз долой. Посмотрим, что за человек насолил приятелям Эдрика. Где этот коровяк-то растет? Может, Эй, есть там кто? Открывай, не бойся. Кого духи несут? Чего он хочет? Мне нужна помощь. Человек, а волк. Седой, а не старый. Его-то ворожей и ждет, пождет. Ты ждал меня? Кости мне так предсказали. Придут те, что смердят насилием и смертью, но волк их прогонит, белый волк. И пришел. Ворожба не врет. Узнаешь вещицу? Сделанная из елового дерева, пахнет можжевельником. Она должна была кого-то оберегать? Свежая ель козьей кровью окроплена, кадилом можжевеловым окурена для Анны на охрану. Ты его сделал? Ворожей сделал. Как предки учили над мертвой водой в свете полной луны. Это хороший амулет. Зря сняла. От чего он ее должен защищать? Злые силы оно окружили, во владение взять хотели. Старая магия, что родится из небытия, течет из черных истоков. Старая магия? А точнее? Об этом болтать не можно. Этого касаться не дозволено. Ворожей мог дать только чуточку для охраны. Ничего больше поделать не мог. Анна и ее дочь пропали. Ты знаешь, где они? Нет, ворожей не знает. Но духи могут знать. Ворожей ворожить будет, духов спросит. Пусть будут духи, лишь бы понять, где их искать. Искать. Лучше княжны никто не ищет. Что еще за княжна? Княжна, коза, убежала. Перепугалась, наверное. Может, вернемся к делу? Без козы? Без козы не выйдет. Ты поможешь мне, если я ее приведу? Княжна, куда же ты подевалась? Ладно, схожу за ней. Колокольчик любит. Позвонишь ей, она и придет. На минуточку. Только береги земляники. И дикой малины. Да я их близко не подпускаю. Это коварные чудища. Наверное, сюда. Еще один след.
Хорошо. Хорошо. Вот ты где. Коза. Княжна, иди сюда. Вот упрямая скотина. Ладно, попробую с колокольчиком. Теперь пошли к ворожею. Туда, милостивая госпожа. Мне правда надо все время звонить, чтобы ты шла? Ты куда лезешь? Здесь был медведь. Хорошо, что я его завалил. Мне правда надо все время звонить, чтобы ты шла? Ты, конечно, не плотва, но со временем мы могли бы и подружиться. В конце концов, у тебя есть достоинства, которые присущи каждой плотве. Ты не говоришь лишнего.
княжна, не убегай от ворожея. Там же волки. Козенька, Козя милая. Мне тоже очень приятно, но я немного тороплюсь. Анна и Тамара могут быть в опасности. Белый волк помог? Ворожей тоже поможет. Кровь, надо крови живого существа. Хорошо, сейчас вернусь. Подойдет? Их здесь нету, скинули. Кровь, вижу кровь. Чью? Нету Анны, нету Тамары, есть дитя. Не живет, а и не умерла. Что, все уже? Все. Духи больше ничего не сказали? Например, куда они ушли, где их искать? Пришел за ворожбой, я ворожбу и даю. Они ушли, дитя осталось. Чье дитя? Анны. Анна была беременна? Была и скинула. И барон ничего не сказал. Может, боялся, может, стыдился, может, не помнил, а может, помнить не хотел. Это Анна тебе рассказала? Она была здесь после того, что произошло? Не было Анны, это ворожба сказала. Ну, значит, так и есть. Не твоя вера делает ворожбу правдой, а ворожба тебя до правды довести может. Барон как-то был связан с выкидышем у своей жены? Человек он порывистый, горилки не сторонится. А после горилки нрав у него еще круче становится. Он издевался над семьей? Анна была у тебя, ты должен был что-то заметить. Ворожей старый, слепой, но княжна пришла и руку ей полизала. И что же? Мудрый она зверь, только к тем приходит, какие страдают. Что стало с ребенком? Без обряда его закопали. Вот он и проснулся. Блуждает, мести ищет. И Гоша. Белый волк, мудрый волк. Поймает и Гошу, и Гоша поможет. Приведет к родным. И Гоша высасывают кровь у беременных и пожирают их плоды. Они не помогают. Потому как прокляты. А ведьмаки проклятие отводят. Ежели белому волку не повезет, пусть кровь принесет. Кровь всегда родную кровь найдет. Я слышал, одному ведьмаку удалось расколдовать Игошу. Но сам я этого никогда не делал. Знаю, что нужно его закопать под порогом. И имя дать. Аймройм провести. Обряд имя наречения?
Это эльфский обычай. Человеческий, эльфский, краснолюдский, самый древний. Духом до расы дела нет. Духа умилостивишь, дух тебе поможет. Спросишь, ответит, дорогу покажет. Зачем тебе кровь? Кровь, кровь, кровь! Вяжет людей навеки, живых и мертвых. Я понимаю, но что ты хочешь с ней сделать? Иногда брат с братом и за 100 лет не договорятся. Умирает один, пока с другим в ссоре. Второй тогда кровь его ворожею приносит. И что делает ворожей? Дядов поджидает, берет кровь, молоко, травы и куриные когти, мешает, пьет и мертвого с живым примиряет. В этом году дядов не будет, но мы и так справимся. Я не ослышался? Ты упомянул дяды? Это же очень старый обряд, я думал, его забыли везде. Здесь смерть таится всюду. Людишки-то знают, что каждый приставиться может, прежде чем дела завершит. И тогда помочь ему нужно, иначе он покоя не сыщет. Дяды провести нужно, зажечь сальную свечу, чтобы он дорогу во тьме нашел, позвать его по имени, утешить его в скорби. Тогда он с миром отойти может. Что бы там ни было, сначала мне надо найти Егошу. В полночь ищи. У могилки пустой. Если ты прав, где находится могила, должен знать барон. Белый волк, мудрый волк. Чего ему нужно? Люди из деревни часто тебя навещают? Ну, конечно. У кого дело есть, тот приходит. А с чем приходят? Если кто хочет с покойником примириться, потому как тот к нему является. Но тогда уже нужно до дядов обождать. Или если у кого злой дух в хозяйстве шарудит, тогда ворожей его выгонит. А если бы я захотел, ну не знаю, любовный эликсир? Тогда бы я к колдуне отослал.
не ворожея это дело. Мне кое-что нужно для эликсиров. Покажи, что у тебя есть на продажу.